Good morning, my name is Maya Gumirov. I'm in Wheeling, Illinois, together with Holocaust survivor Yoel Sandler. Uh, we will we will have interview in Russian. Йоэл, назовите ваше полное имя. Йоэл. Полное имя. Так я записан в метрике рождения. Год рождения сомнительный, потому что это повторное было. Мама запросила после войны, поскольку все документы были утеряны. И мой старший брат с мамой иногда спорили насчет года моего рождения. Он, брат мой, утверждал, что я с 1937 года. А мама говорила, все правильно, 1938 год. У него были свои какие-то приметы, у мамы свои доводы. Ну, короче, я записан 1938 года, 31 марта мне исполнилось 86 лет. И ваше полное имя Йоэл? Да. Дедушку звали Йоэл Санерж Сандлер. И я назван в честь дедушки, который на год раньше моего рождения умер. Но Санерж – это как бы отчество его отца, моего прадедушки. Его звали так почтительно, Йоэл Санерж. А я просто Йоэл, так я и записан. Йоэл. Отчество? Отчество Шмулевич, над чем очень-очень посмеивались и в школе, и на работах, где я работал. Что это, Шмуль? Я говорю, вообще-то неправильно записано, надо было записать Шмилевич, а не Шмуль. Но Шмуль это как бы извращенное, немножечко похоже на кличку, на кликуху, на погоняло, если пользоваться тюремной терминологией. Вот. Он Шмил, его звали все Шмил. Значит, я Шмилевич. Вашего папу звали Шмил? Шмил, да. Коль Иногда, прошу прощения, Самуил. Это русское, так сказать, перевод на русский. Коль скоро вы заговорили о вашем папе, скажите полное имя вашего папы, кто он, откуда, из какой семьи. Сандлер, фамилия, звать Шмил, и Ойлевич. То есть и краткое впереди, Йойлевич вообще. А писали всегда и обычное, и Ойлевич. Он происходил из работящей семьи. И папа, и дед его, все занимались изготовлением головных уборов. Шапошник. Да, шапочник. Это была в свое время очень доходная профессия и кормила всю семью. А семья была на минуточку, ну, конечно, в разное время. 16 детей было у дедушки. 16. Мой отец предпоследний. 904 года рождения. После него Мотл, Цилин отец. И на этом заканчивается рождение детей. Но в разные годы дети не выживали, заболевали, умирали. И так оставалось, в общем-то, 8 детей. Половина они потеряли. Семья была, я уже повторяюсь, очень работящая. Дедушка работал, всех абсолютно обеспечивал. Был очень религиозным человеком. Ходил в синагогу, имел свое место. Это было очень почетно, и не все могли себе позволить оплачивать это место. Причем он занимался благотворительностью. Он приходил с дочерьми в синагогу, делал полную уборку, влажную, сухую, протирал пыль, раскладывал молитвенники, готовил к утренней молитве, к вечерней молитве и успевал уходить на работу и заниматься своим производством. Давал подаяние, в то время десятая часть считалась нормально. Он давал даже чуть больше. Его звали Аэрлихер Ит, что называется в переводе «достойный человек». Он был высок,
статен, красив. Я могу продемонстрировать фотографию. Откуда родом семья вашего А отца? вся семья, весь корень, конечно, в Тульчине. Это после третьего раздела Польши при Екатерине II где-то 11% еврейского населения перешло к России. И они, конечно, прогадали, потому что они попали в черту оседла со всеми прелестями. Вот, где работы для евреев не было, кто мог что-то руками делать, как мой дедушка, те выживали, а остальные бедствовали. Очень бедное, очень темное население, о чем писал и Менделе Мойхерсфорин, классик еврейской литературы. Об этом очень много писал Шолом Алейхем, такая проскакивает через все его творчество, горькая ирония о еврейском образе жизни. Но царское правительство, которое, так сказать, по указанию которого, гласному, негласному, гнобилось еврейское население, не понимало духа еврейского. Этот народ на протяжении всей своей истории, на самых крутых поворотах выживал, растил детей, давал образование, хотя, как мы знаем, евреев не допускали в высшие учебные заведения. Даже такой гений, художник Левитан, только по протекции семьи Чеховых, старшего брата Антона, прошение было к самому царю, чтобы разрешили Левитану проживать. Это где еще, в какой части нашей планеты так узурпировалось еврейское население? И вот эти люди имели крепкие семьи, растили детей, рожали умных, что подтверждается многими фактами. Мы знаем, сколько среди евреев лауреатов Нобелевской премии, известных физиков, ученых, и сколько евреи привнесли сюда. Давайте, Йоэл, я прошу прощения, перебиваю вас. Давайте вернемся к вашей семье. Давайте. Вы сказали, у вас есть фотография деда. Да, есть. Покажите, Есть пожалуйста, и не одна деда. фотография, но это общая фотография. Он здесь еще, ну, где-то в 50-летнем возрасте. Здесь и папа мой, которому лет 11-12. Вот это бабушка моя рядышком. Вот, это сестры его и брат самый младший. Ну, это как бы половина семьи. Как звали, еще раз назовите, как звали вашего дедушку, бабушку по папиной линии? Да, по папиной линии, значит, дедушку звали Иоил, так же, как и меня зовут теперь. А бабушка была Циля. И по ней тоже назвали мою сестру двоюродную, с которой вы знакомы тоже. Вот таким образом. Это единственная сохранившаяся фотография? Нет, не единственная. Я могу сейчас... У меня есть фотография. Не нужно. Я поэтому вам говорила... Да, раньше, надо что- было, ну, все, надо было записать, да. Что вы еще можете рассказать о семье своего отца? Ну, это была уважаемая, во-первых, самое главное, я не сказал, он был коин. Вот я, когда мы все 4 брата, мы этим очень гордились. Мы все, значит, знаем, что мы куинес. Вот, это священник, который молился за всех евреев в своих молитвах. Значит, он был настоящим коином, со своей благотворительностью, со своим отношением к религии. Он без брохи, он не садился кушать. И вся семья сидела, слушала броху на хлеб, на мясо, на молоко, на все что угодно, была молитва. И с этой молитвой, если можно, с вашего разрешения, я перескочу, во время концлагеря мой второй дедушка Эли Мортхе, прежде чем умереть и спустить, так грубо говоря, последний свой вздох, он одел
свой тфилин, братьям моим сделал броху, сам помолился, лег и умер. Вот так евреи заканчивали свою жизнь. Так что я своим дедом, отцом папы, очень горжусь. Это был очень достойный человек. Его, там переломный период, все я описал в своей книге. Когда советская власть пришла, ничего, ну, то есть евреи получили освобождение. Они могли учиться, они могли занимать должности, так сказать, все декреты были как бы за евреев. Но бытовой антисемитизм, он же никуда не ушел, он так и оставался. Поэтому пришла советская власть. Потом началась вот эта кутерьма с этими бандами, когда советскую власть выгоняли, оттесняли, приходили банды всевозможные, опять-таки грабили кого? Еврейское население. И вот он попал, значит, там была в Тульчине, расположилась воинская часть Белой армии, которые стояли, у деда был хороший большой дом, просторный. Вот. И они поселились у него, и пока он выставлял там, он любил вишневочку, настаивал большие бутыли. И пока он угощал, было все хорошо. Потом кончилось вино. Его начали допрашивать, где его деньги, где он спрятал деньги, потому что он числился в богатых. Его относили к богатой части населения. Вот. И его закрыли в подвале, избили его. И он чуть не погиб. Это все во время революции. Я все это описал. Это все очень и очень примечательно. Вот так он, ну, отбили ему почки, он так и страдал и умер в 1937 году. Умер, где-то 72-73 года ему было. Вы знаете своего деда только по рассказам? Конечно, по рассказам. Да. А что вы помните о своей бабушке по отцовской линии? Ничего не помню, она еще раньше умерла. Ничего. Мне не повезло, я только одного дедушку знаю, и помню, как он молился за нас, и как он умер, потому что он попал в такую экстраординарную ситуацию, и каждый дедушка, кто имеет внуков, меня поймет. Вы говорите о дедушке по маминой линии. По маминой линии, которого звали Реб Эли Мордхе, да, двойное имя Эли Мордхе. Он с 6 внуками попал в концлагерь, в числе которых был я, самый маленький. Он молился каждый день, он вставал с молитвой и ложился с молитвой только о сохранении жизни внукам. И 3 внуков все-таки судьба не уберегла. 3 внуков там погибли, мои кузены, а мы втроем, я и 2 моих брата, слава Богу, я еще сегодня, так сказать, наверное... Мы вернемся к концлагерю, да. И мы вернемся к вашему дедушке по маминой линии, но сейчас давайте мы поговорим о вашей маме и о маминой семье. Как звали маму? Когда она родилась, откуда она родом и что вы знаете о ее семье? Да, маму мою звали Лея, в простонародье Лейка, фамилия Ткачук, как ни странно звучит, еврейская, так сказать, интерпретация фамилии под вопросом. Вот. Но дедушка был Ткачук, у него было 3 детей, 3 девочек и 1 мальчик, которому тоже не повезло, который умер очень рано. Звали его Волька. Эту историю я описываю, она очень-очень примечательная история. И люди не могут дочитать до конца. Некоторые мне звонили и, общаясь со мной, говорили, что очень тяжело читать, как эта сцена описана,
когда умирает достойный человек. Умирает от того, что не хотел идти в армию, у него только-только началась карьера, была у него невеста, и его призывают, это время Первой мировой войны, его призывают в армию. Что он делает? Он себе отрубает фалангу пальца. И получается заражение крови, и он умирает. Очень такая история грустная. Вот. А трое женщин, уже моя мама и две мои тети, слава Богу, прожили около 80 лет, все втроем, все прошли концлагерь. Нет, не все прошли, мама моя прошла. А две другие эвакуировались. Одна была в Ленинграде, тоже незавидная судьба, блокада, мы все это знаем. Она на крыше дежурила, ловила эти фугасные бомбы, гасила. Тоже. А самая старшая, это Беллы мама, Ева, тетя Ева. Они уехали все в Кустанай, эвакуировались. И выжили таким образом. Ну что еще о материнстве? Как звали вашу маму? Маму звали Лейка, Отчество. простонародье, да. Отчество. А так она и записана. Отчество Мортковна. Папа ее Мортка, мой дедушка. Да. Вышла замуж за папу. Когда-то они танцевали вместе, были партнерами, даже заняли первое место, танцевали мазурку. Вот. Была любовь, были оба интересные внешностью. Вот. Папа тоже был из работящих людей, очень любил маму. У них очень были теплые отношения до конца. Она, вот у меня портрет висит отца, она его до последнего дня каждый день протирала и молилась на него. До того были хорошие, теплые, близкие отношения. И так получилось, что он уехал на заработки в Еврейскую автономную область. В каком году? В 1934 году. И родители в это время уже были женаты. Да, было трое детей. Трое детей. А мама оставалась. Он уехал. Открыл там производство. Чего? Вызвал маму. В 1938 году, 37-38, неизвестно все-таки. Будем считать 38-й. Родился я. Дважды еврей Советского Союза. То есть еврей по национальности и, значит, родился в Еврейской автономной области. Тоже не безинтересный факт. И, значит, заработав денежки, договорился с своим свояком, тетя Ева в это время жила в Одессе, договорился с ним, они очень дружили, были близки по духу, тоже он был предприниматель, свояк, звали его Арон Гаммерман, фамилия. И он ему подыскивал жилье. Вот он, значит, привез нас к дедушке в Тульчин, к дедушке Эли Мортхе, а сам уехал в Одессу покупать жилье. И начинается война. Вот мы переходим к следующей главе, наверное. А прежде чем мы перейдем к следующей главе, скажите, что вы помните из довоенного времени, если вы что-то помните? Вы были маленький, я понимаю. Я был маленький. Я помню, мы жили в Облучье. Это такая немножечко гористая местность. Конечно, там на еврейском никто не разговаривал. Вот. Это только номинально числилась Еврейская автономная область. Помню я папу, как ни странно, помню его в одном положении. Он на обед, значит, передняя комната была мастерской, где он работал, а тут было жилое помещение, задний фронт. И он приходил домой, перекусывал и ложился на кухне, стояла кушетка. И вот он ложился вот так. Я запомнил, почему-то все время у меня в памяти вот эта его поза. Но я не помню, конечно, как он со мной обращался. Он меня очень любил. Почему? Потому что он свою любовь к отцу
перенес на меня. Я был самый маленький, это по-еврейски называется мезыник, самый маленький. И он очень меня любил, очень. Поэтому, конечно, он общался со мной, но это как-то в памяти не осталось. Вы сказали, папа наладил производство в Облучье, производство шапок, Да, пошив шапок? головных уборов, да. Да, Да. там были холодные Пользовалось зимы. большим спросом это производство, да. Мгм. То есть он покупал мех или ходил на охоту? Нет, он, конечно, приобретал материалы там всевозможные, и ну, там несколько форм каких-то, не зимних, конечно, он зимние шапки не шил, хотя ему пришлось шить, он был призван в армию, когда уже война шла, и ему дали бронь по пошиву вот этих армейских зимних шапок. Он стоял на квартире, это очень интересный эпизод, трагичный тоже. Он стоял на квартире у русской женщины, которая занималась шитьем бурок теплых и носила на рынок продавать. И у нее кончился материал, и она пожаловалась ему, говорит, вот надо никак не достать материал, должен быть шерстяной, плотный какой-то материал. Он говорит, знаешь что, я там работаю, остаются такие куски вот этой шинельной материи, я тебе принесу, подумаешь. И он принес, а потом он посмотрел, как она торгует. Он говорит, разве так торгуют? Я же торговал шапками своими, давай я тебя научу, как надо торговать. И он с ней пошел на рынок, а тут патруль, его арестовывают вместе с ней. Военное время, трибунал, и он попадает в штрафной батальон. И, конечно, погибает под Сталинградом. 42 год. Мы получаем известие, пропал без вести. Даже неизвестно где, как, что. Вот такая история трагичная. До сих пор не удалось найти, где погиб? Нет. Я просто, конечно, посетил Сталинград в свое время. Ходил там, если вы были там когда-нибудь, там вот это где рука и списки погибших. Я все прочитал, думаю, а вдруг? Нет, ничего абсолютно. Погиб, все. Давайте вернемся до военное время. На каком языке говорили в вашей семье? И помните ли вы какие-то традиции, какие-то праздники? Каков был дух в вашей семье? Вы знаете, после войны это, конечно, очень трудно подобрать слова, чтобы хотя бы приблизительно описать вот эту картину послевоенную. До войны сначала. Сначала до войны? Конечно. Ну, до войны я мало что помню. Знаю только, что семья моя была очень обеспеченная, очень. Всего было очень много, и вплоть до того, что мы должны были купить в Одессе квартиру, папа этим вопросом занимался, но не судьба. В семье говорили на каком языке? На идиш. Говорили только на идиш? Ну, не только. Но я думаю, в основном на идиш. Ну, вы знаете, в языке идиш, кстати, я всегда не то что возмущаюсь, а как-то мне неприятно, люди, не зная, говорят идыше. Это неправильно в корне. Идыш как English, понимаете? Только идыш. Вот евреи говорили на идыш, это 90%. И где-то, конечно, проскакивали украизмы, так сказать, русизмы, русские слова, украинские, больше русские, конечно. Потому что все-таки там в Тульчине, хотя там в основном проживало украинское население, вот, но там всегда были воинские части. Там в свое время граф Потоцкий построил невероятно красивый такой ансамбль архитектурный. И вот, значит, в двух частях этого небольшого городка, который насчитывал население, мне так кажется, 5-7 тысяч, не больше, стояло всегда два гарнизона. Они говорили на русском,
И вот отсюда-то, мне кажется, и пошел русский язык, там, которым, конечно, несомненно, пользовались и евреи тоже. Ну и украинский знали. Когда вы жили в Облучье, в еврейской автономной области, вы сказали, что на идыш там мало кто говорил. Мало, да. И ваша семья продолжала говорить на идыш? Между собой папа с мамой всегда на идыш. Мгм. И даже мои братья, они получше, они были постарше на 7 лет. Мгм. Очень хорошо овладели идыш. Я тоже говорил, но это как бы я из гнездышка этого выпорхнул, мне было неполных 14 лет, я приехал к Белле после смерти Коли, ей было, конечно, не до меня, но отказать они не могли, я поехал куда? В ремесленное училище. Почему? Там одевали, там кормили. А мама работала в детском садике нянечкой. Что она там? Да. Ну, Мы детей. вернемся к послевоенному времени. Давайте опять перейдем чуть раньше. Началась война. Да. Помните ли вы или вам рассказывали, как это было и что произошло с вашей семьей, когда началась война? Конечно, есть какие-то проблески, отдельные какие-то зафиксированные моменты. Если сказать, что я вот так какие-то события помню, нет. Начинается моя память с тех пор, когда нас остановили. Но перед этим надо напомнить, что дедушка купил, он был балагула, это в переводе на русский, извозчик. Он делал услуги за своей повозки, там, подвозил то ли мебель какую-то, то ли какие-то, значит, товары. Ну, кому на станцию надо было добраться, там 20 верст надо было ехать. То есть на жизнь хватало. Вот, и... Значит, когда началась война, он уже был пожилым человеком, а у мамы была копейка еще спрятанного, папа оставил какую-то сумму, она ему дала денег, он пошел в совхоз, купил лошадь с повозка стояла, кстати, была повозка, стояла наша, купил лошадь, и мы, две семьи, мама, ее сестра старшая, Анка, и дедушка, и 3 детей у нас и у них. И мы, значит, на этой повозке, ну что там, скарб какой-то взяли, 6 буханок хлеба, насколько я помню, то ли по рассказам, то ли сам помню, тут уже все, так сказать, перешло одно за другое. Вот, мы отправились, отъехали мы недалеко, где-то поздновато мы выехали. 20 километров, местечко, тоже еврейское местечко, Братслав. Вот там немцы на своих мотоциклах, колясках с собаками. Юда, Юда, Цурик, Цурик, назад, разворачивайтесь, назад. Отобрали лошадь, отобрали повозку, отобрали все эти припасы и погнали нас, вот как мы есть, погнали нас пешком вот в этот концлагерь. Вот тут начинаются у меня более-менее какие-то устойчивые такие эпизоды, которые я помню. Значит, тут... из Братслава вас погнали в концлагерь. Да. Какой? Мертвая петля, это, значит, опять-таки, я уже упоминал, это один из шедевров графа Потоцкого, село Печора. Он необыкновенный ансамбль там сделал. Там 120 ступеней от основного дворца к южному бугу река спускается, 120 ступеней. По бокам там такие завезены породы скальные. Там столько сделано всего. Это было очень, ну, сделали, конечно, там концлагерь, все это там вот так перекрутили, переворошили. И мы там были ровно год. Там люди умирали десятками. Вот тут я помню прекрасно, каждое утро выносили покойников. 2 палки, какой-то брезент. И была похоронная команда, ну, сами определились там.
So, вас, вашу маму, мамину сестру, дедушку и ваших Кузенов. кузенов, а также братьев Да, погнали в лагерь «Мертвая петля». да. И это был примерно какое время? Это был Это, 41 год? Какой месяц? это было конец лета, но в июне началась война. Пока, значит, немцы там потихоньку продвигались, но прошло еще где-то 3 недели, месяц. Потом, значит, мы двигались тоже, где-то большое какое-то время занимало. И где-то уже ближе к сентябрю нас пригнали. Гнали нас где-то месяца полтора. Останавливали где-то, расстреливали кого-то непослушных. Ну, вначале евреи возмущались, там продукты забрали, детей кормить нечем. А полицаи, наоборот, значит, доставали из своих вот этих карманов больших кусок сала или хлеба, ели и тем самым вызывали какие-то плохие эмоции у людей. Дети голодные, они специально чавкают, идут рядом с этими винтовками, ведут эту группу большую людей. Там много нас человек, чтобы не соврать, человек 150-180 было, вот так. Ну, пригнали. Вас пригнали в это очень красивое место, как вы сказали, которое сделали концлагерем. Да. Если вы можете рассказать, если вы помните или по рассказам, какие были условия в лагере? Да, помню, прекрасно помню. Значит, это был большой зал, выложенный прекрасной кафельной плиткой пол. И туда, и было таких несколько помещений. И в одно из помещений, значит, попала наша семья вся. Значит, что было при нас, ничего другого. Вот стелили там, я знаю, там верхнюю какую-то куртку, какие-то брюки, какие-то тряпки. И вот на этом полу холодном спали. Спали впритык друг к другу. Если нужно было развернуться, то надо было всем разворачиваться, потому что ты ж не мог развернуться, прямо за тобой следующий лежит. Это я прекрасно помню, эти условия. Ну, гнали нас на работы всевозможные. И поскольку... Детей в том числе? Да, да, я на кухне иногда братьям помогал, там, ну, сколько мне было, там, 5 лет, 6 лет, да. Корзины, помню, эти плетеные, там, с какими-то отходами, да. Было. Ну, не так, чтобы я числился. Дети, кстати, можно рассказать, такой был прискорбный случай. Врачи знают, о чем я буду говорить. От голода у детей выпадала слепая кишка. Она до 1,5 месяцев. И ребята ползали со мной рядом, мы играли там какие-то стеклышки, ну, детские какие-то игры. И за нами плелась вот эта наша кишка по грязи, по песку. И была у нас такая ангел-женщина по фамилии Докторович. Понимаете, какое-то такое очень сравнение такое, да, знаменательное. Она была доктор по фамилии Докторович. И она только чем могла, помогала, она стряхивала с этой слепой кишки грязь, обмывала какой-то водой из лужи, потому что там же водопровода не было. Поили там, привозили цистерну для этой охраны, для полицаев, для немцев. Вот. И таким образом она чем могла, тем помогала. Ее все запомнили. На всю жизнь я запомнил мадам Докторович, так ее звали. Вот. Много детей умирало, конечно. Матери кормили, ну, это такая расхожая фраза, но это действительно было. Когда матери иногда вырезали мягкое место покормить ребенка. Было это. Об этом много слухов, но люди, наверное, не верят в это. Ну, матери всем могли жертвовать ради детей. То есть при всем при этом обратившие этих людей натурально в скот,
у людей хватало человеческих каких-то качеств, какого-то высшего какого-то чувства и понимания, что надо держаться до конца, надо держать детей, надо чем-то прокормиться, выстоять. Одним словом, надо было выстоять. Вот этими жили. В этом лагере вы сказали, что людей посылали на разные работы. Где работала ваша мама? Значит, работать мы начали уже не в этом лагере. В этом лагере иногда брали кого-то, кто покрепче себя чувствовал, там какие-то работы, это же обслуживающий персонал большие там отходы на кухне были, там какие-то перегрузки, загрузки, там привлекали людей, которые более-менее стояли на ногах, потому что большинство населения лежали, не имели сил подняться. А вот отбирали людей, посылая в станцию, это станция Рахны, Одесская область, недалеко, там какие-то 15-20 километров разница. Станция Рахны, и в этом здании железнодорожного вокзала всех нас поместили, правда, постелили солому, хоть немножко какие-то условия, стали кормить 2 раза в день, в основном это была мамалыга, кукурузная каша. И людей гнали с утра до вечера на поля. Там, значит, рвали траву, очищали от сорняка, сажали, выращивали этот урожай, потом собирали, кстати, были очень урожайные годы, там, я помню, свекла, это сахарная, потом эти там сады фруктовые, мы в ящики складывали яблоки, большие, вот такие урожаи были великолепные. И вот этим, значит, людей заставляли работать с утра до вечера, 2 раза кормили. С голоду, конечно, уже можно было не умереть. Потом были такие случаи неприглядные, когда люди, собирая свеклу, собирая яблоки, объедались этого всего, наступала дизентерия, а лечиться нечем. И вот там я описываю, кстати, эти все происшествия очень, очень, так сказать, предметно и точно ничего не выдумано. Вот. И люди болели, умирали, ну все тоже, короче говоря. Потом там, значит, администрация была румынская. Это румынская территория, которая относилась Одесская область и, значит, вот эта вся территория. Но охрана была немецкая. Вот. И немцы нас, значит, под ружьем там держали, а с их стороны только были полицаи, румыны, украинцы, дежурили одни, другие, поэтому, значит, ходили по этому расположению. Но вот это вокзальное помещение и работа, все. И в последнее, уже перед освобождением, нас должны были расстрелять. Уже готовили списки, во сколько, куда это собраться, где стоять, ждать. Но тут они плохо рассчитали продвижение Красной Армии. И в одно прекрасное утро зашел человек с фонарем, потому что там окна заколочены, там стекол не было, просто доски забито напрочь, там какие-то щелки можно было наблюдать. Вот. Ни света, ничего. Посреди этого помещения стояла одна румынка, печка, потому что дождь не прекращал работу. Работали и в дождь, и в снег, когда угодно. И зашел человек в бурке, я это помню прекрасно, с фонарем, и спросил, есть тут кто живой? А по-еврейски там оттуда доносится фраза, оттуда доносится, не отвечайте, это провокатор на идыш, не говорите с ним. И я там, это, конечно, мой такой художественный вымысел. Он меня взял на руки, я подошел к нему, он меня взял на руки и спросил. Это было, только в другое время, не в это.
и спросил, как тебе, прижал меня, прижал, так что я ощутил его эту бойцовскую силу. Как тебя зовут, малыш? Я говорю, Юлик. Он говорит, подступает немножко. Он говорит, Юлик, теперь тебя больше никто не обидит. И тут, значит, выводят нас всех. Тут солдатские кухни, начинают варить кашу с мясом. В другой, значит, этой походной кухне варят борщ. Ну, начинают потихонечку, под наблюдением врача, потому что люди голодали, ничего не ели. Потихонечку, потихонечку возвращали нас к жизни. Были пляски, были песни. И это был какой год? Это 44-й год, 12 марта. Это на всю жизнь врезалось в память. И где-то до апреля, там как, одна воинская часть заходит, вначале зашли кавалеристы на лошадях. Потом, значит, зенитчики, потом часть за частью приходила, и все, значит, евреи, вот что такое война. Евреи, милые, родные, прижимали нас худых, вонючих, немытых людей, обнимали, жалели, целовали. Вот где было содружество наций. Очень все тяжело и интересно слушать, безусловно. Хочу немножко вернуть вас в лагерь. В лагере было две семьи. Была семья ваша и семья вашей тети. Тети Анки. Которая погибла. Расскажите о них, что произошло. И с дедушкой, и с Анкой, и с ее детьми. Ну, вы понимаете, в чем дело? Каким-то образом ребятам уже, моим братьям, было уже по 12 лет, 13 лет. Были очень предприимчивые, шустрые такие ребята. Они, конечно, воровали. Жизнь заставляла. То кусок хлеба там украдут, то их там кто-то поддаст им что-то, какие-то эти от картошки очистки. То кукурузина какая-то достанется. Они понемножечку все доставали. Тут уже инстинкт самосохранения, понимаете? Только своим. Понимаете? Делиться уже нечем было. А та семья была какая-то опущенная, немножко растерянная. Они быстро-быстро умирали. Чем-то делились, конечно, если вот, например, когда мама Цили пришла с мешком, там полмешка муки было, там килограммов, может быть, 12-10 муки этой, и 4 буханки хлеба. Тут, конечно, делились не только с родственниками, а со всеми делились по кусочку хлеба. А когда ничего не было, последнее, конечно, мама пыталась прежде всего мне кусочек дать. Потом братья должны по кусочку, потом она уже ела. И вот так вот они не выжили просто-напросто. То есть они все погибли от Да, голода? все погибли, да. Все погибли все от погибли. голода. Притом тетя Анка, вот какое-то у нее, во-первых, неудачно сложилась семейная жизнь. Муж был, я там описываю все, и очень богатый человек из очень богатой семьи. Ему бы досталось колоссально. Отца его расстреляли, значит, мама умерла от тяжелой болезни, и ему досталось бы большое наследство. Но он все это промотал, не глядя ни на детей, ни на жену. И она была просто уже внутренне опустошенным человеком. Когда она попала в концлагерь, она вообще даже отказывалась есть. Если мама и предлагала ей что-то съесть, она отказывалась. Она мысленно уже уходила. Она не хотела жить. Ну, а если мать в таком упадническом состоянии, а ребят двоих, Сару и Володю, вывели и расстреляли.
молодых всех, там была директива, от 14, мои братья не попали, они были моложе, от 14 до 22 лет выводили, расстреливали. И вот попала Сара и Володя. Володе было 15, Саре было 14. Их расстреляли в мертвой петле? Да, расстреляли в мертвой петле. Осталась Лизонька. Этот ребенок родился с хромой ножкой. Красивая, умная девочка была, но прихрамывала немножко. Дедушка ее очень любил. Она была очень умная, такая сметливая девчонка. И она заболевает брюшным тифом и умирает, конечно. Она одна оставалась. Все. Там ее куда-то в подвал, там, где болели остальные. Там был полицай, доктор. Забыл фамилию, есть в этом. Сейчас что-то с памятью уже начинает немножко. Он жил среди евреев в еврейском местечке до войны. Разговаривал, общался на идыш. И, служа немцам, изобрел не изобрел, а составил какую-то вакцину и специально заражал евреев брюшным тифом. Делал уколы, говорил евреям, что это поддержит ваше состояние, это прививка от всех болезней. Он заражал людей, люди умирали, потом разобрались. И был такой Сметанский, бывший офицер советской армии. Он такие придумывал казни, не дай бог. Мишка Кубанка, этих я всех помню. И зрительно, и все их поступки. Их после войны, конечно, поймали и повесили по приговору суда. Да. И вот этот врач, я иногда с украинцами разговариваю, говорю, хороші ви люди, я вас дуже-дуже поважаю. Бо я вам розкажу, які бувають. Вони бувають серед любих. Но які були поліцаї, жорстокі люди. Понимаете, да, по-украински? Вот, которые издевались, буквально получали удовлетворение. Понимаете? Привязывали людей к деревьям, обливали холодной водой, избивали. Страшно вспоминать, что делали с людьми. Так, вроде не расстреливали, а вместе с тем люди гибли. И как погиб, от чего умер дедушка ваш? Дедушка от истощения, ему тоже было где-то 73 года. Но наблюдая всю эту картину и тревожась о своих родных, о двух дочерях и о внуках, конечно, можно представить, какое у него было состояние. И вот он сделал, значит, последнюю вот эту броху одному моему брату, второму, и маме сказал, ой, Лейка, что-то мне плохо. Лег, потом через 2 минуты он говорит, поверни меня, пожалуйста, помоги мне развернуться на другую сторону. Мама не лежала в это время, было какое-то пространство, где он мог. Она ему помогла развернуться, и он умер. Пришла эта команда, положили этого правоверного еврея на носилки и унесли. Куда, что, в яму сбросили. Там есть где-то фотография у меня. Да, вот эта фотография, да. Там видны рвы, куда сбрасывали людей. Не тут она у меня, да, не тут. Это в книге, да? В книге, куда сбрасывали людей. Вот они на фоне памятника. Там видно рвы, одни заполнены, а один ров пустой. Еще ждал, так сказать, следующие жертвы. Вот, все это. Ну, вот таким образом. И было это примерно когда?
Как долго дедушка и... Ну, дедушка в Печоре прожили? еще умер. Дедушка Да, в Печоре. в Печоре, в 41 году еще, да. А Анка и дети? И Анка в Печоре, и расстреляли Сару и Володю в Печоре. Все это в Печоре случилось. И Лизонька в Печоре. А мы уже уехали в Рахны и там работали. Когда это было, когда вас увезли в Рахны? В Рахны нас увезли, если я не ошибаюсь, значит, это где-то с сентября, где-то по август мы там. Какого года? 41-го. 41-го? Да, ну почти год мы там были. Вот за это время случилась вся трагедия, полсемьи не стало. И нас увезли в Рахны, и там уже другая история начинается нашего, так сказать, бытия. Там уже мы остальные 2 года и 8, ну, в общем, получается 3 года 8 месяцев. И в Рахны там было гетто или там тоже был лагерь? Что было? Это, они считали это трудовой лагерь, так вот они считали. Вот. Все это, значит, охранники, полицаи закрывали ночью на замок. У всех был горшок, с которым люди бежали, сломя голову, занимать очередь, чтобы получить эту пайку мамалыги. Ночью этот горшок служил вам горшком для отправления естественных надобностей. Утром собирали всех, гнали, там был загаженный такой озерцо небольшое, и все, значит, туда выливали все это, туда в озеро, песком протирали, и уже готовы к следующей, так сказать, порции мамалыги. Вот таким образом. Да. Вы сказали, что вы помогали маме и братьям, что-то на кухне делали, носили, подносили. Да. Но вы были ребенком. Помните ли вы что-то такое, что обычно дети делают в детском возрасте? Что происходило в лагере? Да, это есть очень много эпизодов. Но тут, понимаете, тут получилось слияние каких-то отдельных вспышек памяти с тем, что после войны каждый день муссировались воспоминания. Мама рассказывала такие эпизоды. Братья, нет, мам, ты не права, было вот так. Приходили соседи, и все это на протяжении многих лет муссировалось. Значит, все это сливается в единую картину. Когда я сел писать книгу, это как будто я все пережил, как будто все это я прочувствовал и прожил. Все слилось, границы исчезли. То ли это рассказывали братья, мама, то ли это я в действительности помню. Поэтому я не могу утверждать 100%, что вот это да, я вот был участником. Но я помню, как мы с детьми, значит, родители иногда их увозили на работу, а мы оставались. И ползали там, какие-то собирали, какие-то стеклышки, какие-то камешки, какие-то выдумывали свои игры. Я многих ребят встречал после войны, выживших, да, которые прошли это все. Сейчас даже в Нью-Йорке, я не знаю, есть такая, живет Поля, уже забываю фамилию, Цилина одноклассница, тоже наша с Печоры. Потом, значит, Борис Колкер, там многие ребята. У нас было несколько встреч, мы ездили с Астой. И Беллу даже я один раз брал с собой, у меня фотография есть. В Нью-Йорке в ресторане устраивали, значит, для тульчинцев такой, значит, сабантуй, как можно назвать. И много узников среди этого населения. Вот мы все собирались, вспоминали. Вот, и говорили об этом, и вот таким образом. Была ли возможность, и может быть, скорее всего, не было, но кто-то когда-то учил вас грамоте или счету, скажем, или каким-то
молитвам, еще что-то, именно в лагере? В гетто или в лагере? Да, Ну, что... я имею в виду, допустим, вот когда еще был жив дедушка, а вы были маленьким ребенком, Да. учили ли вас счету, допустим, как считать, или как, может быть, читать, или что-то еще? Помните ли вы что-то? Ну, отдельные эпизоды, конечно, я помню. Я помню, как нас загоняли в какой-то амбар. Это еще, так сказать, когда нас гнали. Я помню прекрасно этот амбар. И я помню, как, значит, дедушка на руках нес лиску хроменькую. Потому что это толпа была, и он боялся за вторую ножку, что наступит на нее. Он не меня, значит, нес, как самого маленького, а нес эту лиску. Вот. И он еле-еле с ней, значит, и мы потерялись в этой толпе. Это такой был гвалт, вы себе не представляете, потому что люди в темноте в этом амбаре друг друга потеряли. Там сестра кричала, там Ривка, Цивья, перекрик, Абрам, а ты, а я, а что? Весь этот шум, гам, одни крики. И люди в темноте не знают, как присесть, где присесть. Вот мы, значит, я, дедушка, братья мои с Лиской были в одной стороне. Мама, Сара, Велву, с Анкой, с теткой, с мамой с их. В другой стороне. Мы друг друга не видим, мы друг друга не слышим, потому что все кричат, все разыскивают. Вот такие вот эпизоды очень хорошо помнятся, да. Очень хорошо. Мама моя очень перебаливала, конечно, ее было не узнать. Она в свои, сколько ей было, она с 5-го года, ей там с небольшим было 40 лет, она превратилась буквально в старуху, понимаете? 3 детей, отец на руках, сестра, дети, это все нужно каким-то образом представить себе в 20 веке. Для детей это вообще непонятно. Я до сих пор не могу понять, это чем можно отравить этих, как их назвать, это же не люди. Что могло вселиться в этих людей? Были единицы, были. Немцы, которые хотели чем-то помочь, они понимали. Ну, это очень редко, очень редко. Я помню рыжего немца, на кухне я эту корзину с братом тащу, он меня взял на руки, спросил, как меня зовут, по-немецки, а я же ничего не понимаю, что он говорит. Вот. И дал мне маленькую шоколадку. Спрячь, говорит, не показывай. Я этот шоколад принес домой, мы разделили на всех там по этому кусочку. Вот такие, да, отдельные. Вы говорили, вас освободили 12 марта 1944 года. Что было после этого? Какое-то время вы все еще находились в лагере и были под присмотром, вы сказали. Да, нас отправили всех, значит, на поезде до Вапнярки. Это самая ближайшая узловая станция от нашего местечка. С Вапнярки никакого транспорта, и мы шли, неделю, наверное, шли. Нас подкармливали крестьяне, конечно, по дороге, там приходили, делились последним. И мы пришли в Тульчин. Куда мы еще придем? Значит, дедушкин дом один разрушен, нету до основания. Второго дедушки дом разрушен до основания. Живет моя тетка Эстер. Там в Тульчине в самом было гетто. Там оставалась мама, из нашей родни, я имею в виду. Мама Цили, Клара оставалась. Там оставалась тетя Эстер с мужем. Это по материнской или по отцовской линии? Это по отцовской линии. Все по отцовской линии, да. То есть это семья отца. Да, румыны там организовали, огородили эту всю площадь, гетто, и организовали там КБО. Знаете, что такое КБО? Это, как же его расшифровать? Короче говоря,
сапожники, лудильщики, парикмахеры, часовщики. Комбинат бытового Обслуживания. А вы говорите, не знаете. Прекрасно знаете. Комбинат бытового обслуживания. Это я просто как сравнение говорю. Значит, к портному, к Нусику, к дядьке моему, заносили штаны укоротить. Или что-то подшить, что-то заштопать. Он работал на немцев. Второй дядька лудил. Там кастрюли, там всякие инструменты, все к нему. Немцы, румыны. Третий, значит, сапожник был, подбивал там. То есть они жили там очень скудно. Это было гетто. Ты не мог уйти за пределы. Там тоже расстреливали, там тоже издевались. Но это было все терпимо. Поскольку немцам, румынам нет, да надо было обращаться за какой-то услугой. Так они выжили прекрасно. Значит, мы приехали, больные, вшивые, не про нас будет сказано, с какими-то болезнями. Нас даже домой родственники не пустили. Нусик быстро мотанулся в управу там по своим знакомым и нашел какую-то, была раньше конюшня, был музей, и при нем, значит, служебные помещения какие-то, полуподвальное помещение, без окон, без дверей, без одной стены. Вот это, говорит, ваше жилье. Но он там, конечно, постарался, нашел, где-то раму вставили нам, дверь повесили, закрыли эту стенку без изоляции, без ничего. Даже когда мой дядька с Америки приехал, пришел в гости посмотреть, он заплакал и сказал маме моей: ты жена солдата, ты мать двоих детей, которые воевали на фронте. У меня старший Коля воевал, Боря удрал с лагеря и был сыном полка. Из 6 человек семьи 3 воевали. И тебя власть поселила вот в эту конуру, а эта стена, которую поставили 4-ю без изоляции, по ней текли ручейки. Того сыра было в квартире. Она говорит, ну что делать, слушай, все так живут, и мы так живем. И это было, пока один брат вернулся с армии, другой брат вернулся с армии. Коля уехал в Одессу, там с Беллой стал дружить, поженился. Мама пошла работать в этот детский сад, там помяну добрым словом Надежда Васильевна Гонтарь, сестра, медсестра. Вот такая женщина большая, вся грудь в орденах, она на 9 мая одевала весь этот иконостас. И она, значит, каждая должна была прийти, сказать, Тамара Васильевна звали, забыл. Тамара Васильевна, я закінчила, я йду додому. Когда моя мама приходила, говорит, Тамара Васильевна, я пішла додому, дітей розібрали. Вона говорить, як це пішла додому? А ти, Юліку, кашки взяла манной? Вот такая была женщина. А ну иди на кухню, скажи, что я сказала, чтоб тебе... И мама приходила там с черепком каким-то манной кашей. Вот такие были украинцы, понимаете? Делились и сочувствовали, и понимали. И мама до пенсии доработала. Получала она за погибшего отца, было до 16 лет, а уже в 45-м, 46-м ребятам по 16 лет. И мама получала на меня 11 рублей. Ну, правда, цены какие были. Хлеб 20 копеек, да? 11 рублей тоже были деньги. И уже в 53-м году я сам уехал. Один брат тоже в Одессу уехал к старшему брату. Один брат женился, мама осталась одна. И, слава Богу, дожила до 79 лет. А когда вы пошли в школу? Сразу, как приехали, я попал, притом, это было в основном еврейское население, и там, несмотря ни на что, была только одна русская школа, остальные 3 украинские.
Это я к тому, что они сейчас жалуются, что русские их там чуть ли не это вот. 3 украинские школы и 1 русская была. Это 44-й, Это 45-й год. да, 44-й, это март, значит, уже 44-го года. А я пошел в школу в 45-м. Значит, Новый год. Белла приехала, и мама говорит, я не нахожу время, сходи, пожалуйста, с Юликом, определи его в школу. Она меня повела в русскую школу, а там они говорят, и это все, они ждали там коробку конфет или какой-то букет цветов. Короче говоря, сказали, мест нет. И она меня повела в украинскую школу. Кстати, я там был не один, там еще были еврейские ребята, бедные, из бедняков. И так я закончил 8 классов украинской школы. И размовляю с украинцами, так сказать, на короткой ноге. Какой была для вас учеба в школе? Никакой. Никакой. Я же больной ребенок, я это до сих пор ощущаю, понимаете? Я где-то летаю в облаках, я не могу сосредоточиться. Я был среди ребят, вспоминается мне, не то, что там каким-то, значит, неполноценным ребенком, но я мог делать вещи абсолютно, которые никто не мог оценить. Что это такое с Юликом? Меня же нужно было лечить, понимаете? Мне надо было ходить к психологу, мне надо было как-то, детское сознание, видеть каждый день расстрелянных, видеть каждый день умерших людей в самом неприглядном виде. Выносили этих покойников, извините, когда человек долго голодает, последний позыв, это срабатывает желудок. Эти поносные извержения, этот запах нестерпимый, это все откладывается ребенок, вы понимаете? Так что я до сих пор ощущаю это, откровенно. Меня жена тоже не всегда понимает, говорит, ну понятно, это все оттуда. Ну вот таким образом, да. Учился я очень плохо, но гуманитарий был. Я никогда не делал уроки, я не мог сосредоточиться. Поэтому на истории я вот так сидел, и на следующий день я отвечал только на 4 и на 5. Я гуманитарные предметы просто любил и слушал. Все остальное, 2, 3, еле я закончил, мама там плакала. Если бы моя преснопамятная Александра Семеновна, еврейка, кстати, преподаватель русского языка, если бы она прочитала мою книгу, я не знаю, она бы, наверное, с ума сошла, понимаете? Потому что я был самый-самый отстающий ребенок в классе. Вот, мне ни до чего было. Мне было трудно сосредоточиться. Что такое учеба? Надо сидеть, слушать, надо что-то писать, там, вот эти сочинения всевозможные я написал. С такого-то по такое-то я был в концлагере, нас заставили биографию писать. Ну, Александра Семеновна, конечно, взяла это все, разорвала и вызывает, говорит, приходи с мамой. Я с мамой пришел, она говорит, с ума сошел ваш Юлик, неужели вы ему не объяснили? Разве можно об этом писать, что вы были в концлагере? Вас же посадят, завтра КГБ придет и посадит вас. Вы понимаете, до чего маразм дошел? Вот. Поэтому я запомнил это на всю жизнь, что нельзя нигде ни о чем. Мы никогда не вспоминали даже, что мы были в концлагере. И приехал мой дядя с Америки. Он мальчишкой уехал до революции. Это был дядя по папиной стороне? Папин родной брат. Ага. Лейва. Тоже я описываю, как он уехал. Это целая история интересная. Он уехал пацаном где-то. Ему не нравилось шить шапки, с отцом сидеть. Вот. Он мечтал об Америке, он узнал все и уехал пацаном. До революции, после революции? Да, до революции. Он где-то 899 года, где-то в 12-13 году он уехал. И потом вдруг
дядя ваш в Америке приезжает. Он приехал, я был в армии, я его не видел. И весь Тульчин на ушах к нему: расскажи, как там синагога хоть есть? Да, говорит, на моей улице только 7, а всего там 50 синагог. А как ему разрешили приехать в послевоенное время? Тоже очень интересная история, когда Хрущев приехал в Америку, он посетил какое-то кукурузное поле, откуда прошла кукурузная кампания, а он воевал, приехал к другу в гости, он фермер, это друг, и он непосредственно Хрущеву говорит: моя вся семья, я уехал ребенком, меня не пускают, дайте мне разрешение. Он, Хрущев, помощник, сказал: запишите его координаты. Пришло ему разрешение. Вот такая интересная очень история. Я, правда, не пишу об этом, не распространяюсь. И все тульчинцы, а у всех почти кто-то за границей. У кого дядя, у кого тетя, у кого племянники. Короче говоря, все евреи к нему. А не видел ты этого, а не видел ли ты, не встречал такую фамилию, расскажи про синагоги, а как там продукты, дорогие, недорогие. Он всем рассказал, он стал непосредственно агитатором американского образа жизни. Его вызывают в органы и говорят ему: ваше пребывание дальнейшее нежелательно, мы вам даем срок, вот вам пакет документов, чтобы вашего духа тут не было, иначе вы станете гражданином. Вам нравится наша страна? Он: да, конечно, очень нравится. Так вот, вы можете остаться и быть гражданином. Он говорит: что вы, у меня там 3 дочерей и жена. Лейва. Он уехал. Даже уехал, у меня это заканчивается книга, когда приходят эти люди в шляпах и в макинтошах, дают ему этот пакет документов. Эстер больна онкологией, отрезали ей грудь, резали вторую, она умирает, и она прощается со своим братом. Эти слезы, эти еврейские эмоции, так сказать. И он похватал все, что, так сказать, было на ходу, и его в машину посадили, и в Вапнярку поезд, значит, там, кажется, ЧОП Москва проходил поезд, и его отправили. Вот так закончилось его. Значит, у вас есть американские родственники? Да, 3 сестры двоюродные, кузены мои, они все умерли. Кстати, старшая дочь тоже была писательницей, детские рассказы писала. Вот. Одна из них была по медицинской части, все 3 ушли уже, возраст большой. Вот. А остались их дети, но мы не общаемся, потому что когда мы приехали, мы языка не знали, очень трудно было, так сказать, коммуницировать с ними. Так Циля поддерживала с ними кое-какую связь, попросила даже денег одолжить. Ребята, Вова и, значит, он заведует кругом, если вы знаете, еврейский центр, Вова Полиновский. Они хотели открыть бизнес. И Циля моя, наивная женщина, говорит: может, вы нам дадите 5000 на время? Что вы, мы такие бедные, вы что, мы на зарплату там. Вот такие. Я их принимал, я не тут жил. Я их принимал, накрыл стол шикарный, но нет никакой общности. Это американцы, родились в Америке, мы приехали, языка не знаем. Ну и так все заглохло. Вы сказали, вы учились не очень хорошо, но после 7 класса пошли в училище. Ну да, есть нечего было, одеть нечего было, и, значит, за меня все решили. Белла там узнала, написала: давайте Юлика в ремесленное училище, там дают общежитие, там одевают, там кормят, и получит рабочую специальность, и будет жить. Вот таким образом я поехал в Одессу, мне было неполных 14 лет, или неполных 15, я уже тут немножечко не совсем ориентируюсь, это 53-й год, сколько мне было? 50 это 12 и 3, 15 лет.
И я, конечно, стал с этим напильником обрабатывать эту заготовку молотка. Это все не мое, это все мне не нравится. И притом поведенческое мое состояние вызывает вопросы у преподавателей. На меня так смотрят, думают, откуда этот несмышленыш тут. Вот. А я был красивый, красивенький такой мальчик. Где-то у меня есть фотография. Вот. И приходит какой-то представитель, значит, с Дворца культуры, трудовых резервов, и записывать в танцы. Ну, у меня, очевидно, гены от моей мамы, от папы. Я записался, танцы, вот это да, это мое. И я пошел в танцы, очень быстро завоевал, так сказать, верхние позиции, стал солистом. Вот. И решил, что у меня должна быть... Вы танцевали? Какие народные? Народные. Да, народные танцы. И я решил, что театральная карьера какая-то должна состояться. И в армии я организовал... Да, я попал в филармонию Кустанайскую. Там проработал около года. В бригаде, концертная бригада была. И тогда, вы знаете, освоение целины, очень много было народу там во всех этих поселках. И мы гастролировали, ездили по этим поселкам. И у меня первая запись, значит, трудовой книжки после у меня же была трудовая книжка в ремесленном училище, записали артист балета. Я всем говорю, вот кто я такой, смотрите все, читайте, завидуйте, как у Маяковского. Танцевал я, значит, и память была хорошая, у нас там вел программу, такой красивый, таких мало я встречал в жизни красивых людей. Еврей, конечно, Ротенберг, но взял себе псевдоним Туманов, Леонид Туманов. Жена у него была прима-балерина Белорусского театра, Евгения Николаевна, заслуженная артистка Белоруссии. И он вел программу, а она танцевала там какой-то этюд. И я весь этот текст запомнил от слова к слову. И когда я уже был в армии, я организовал ансамбль, там, значит, танцевальная часть, я вел весь этот конферанс, я вел, подобрал группу, в основном из Харькова пришла большая партия призывников. И я отобрал там, кстати, мой воспитанник, если вы слышали, был такой певец Гарри Карапетян, заслуженный артист России. Это мое изделие. Я его научил 2 аккорда, 3, там у него голосочек такой был, знаете, комнатный такой, приятный. Он в Харькове работал где-то в институте научно-исследовательском, и там какие-то чертежником был, закончил техникум. Вот. И благодаря мне вот его, значит, в ансамбль Арбеляна он попал. И, кстати, такой эпизод, чему я это рассказываю, всех моих воспитанников, кого я отобрал, там Толя Игнатюк, танцовщик был, Сивак, Витя, красивый такой украинский парень, еще там кто-то там, этот Сырский, баянист, хорошие ребята, владели, так сказать, профессией. Я их всех определил, я написал центральную группу войск, ансамбль. Всем пришел вызов, только меня вызвали и сказали, извините, вы нам не подходите. Вот так 5-я графа иногда решала судьбу человека. Всех приняли, а меня оставили служить. Потом я вам рассказал, я был, так сказать, знаком с дважды героем Советского Союза, Драгунским, который был зам командующего армией, а я вел программы, все, так сказать, даты, мой ансамбль выступал. Он меня подозвал, просил, бы стоит, я говорю, а воды? Я уже еще владел еврейским языком. Он говорит, как служба? Я говорю, плохо. Что значит плохо? Я говорю, сейчас приду с концерта, а меня на кухню, в наряд. Он говорит, ну слушай, все должны это пройти, ты же солдат. Куда начальник пошлет, туда пойдешь. Я говорю, мне кажется, тут другие аргументы. Он говорит, давай об этом не будем говорить.
есть еще какие-то просьбы? Я говорю, о, есть у меня одна мечта. Какая? Я хочу поступить в театральное училище в Днепропетровск. А у меня среднего образования нет. Туда только принимают со средним образованием. Надо было 10 классов закончить. А у меня было ремесленное училище и 8 классов. Он говорит, вот это полковник Колосов, вот так прямо показывает пальцем, начальник политотдела армии. Значит, вот тебе его телефон, подойдет срок службы у тебя, будет поближе к экзаменам твоим. Позвони ему и скажи, я ему дам распоряжение. И точно в срок мне дают этот подписной лист. Я прошел все службы, было распоряжение самого Колосова демобилизовать. В связи с тем-то, ну там основание было. И меня отпускают. Я становлюсь студентом театрального училища. Моя мечта. Ну вот так складывалась моя творческая жизнь. И когда вы поступали в училище, и до этого, когда вы учились в ремесленном училище, вы никогда не говорили о том, что было с вами в годы? Нет, вот это был урок, я вас немножечко верну, да, когда Александра Семеновна сказала моей маме, ни в коем случае, нигде и никогда. И вы урок усвоили? Да, конечно. Нигде я ничего не говорил, пока уже не, эта, так сказать, тема распространилась уже и в средствах массовой информации, и по радио стали об этом говорить, понемножечку все это возвращалось, так сказать, в народ. Вот таким образом. И затем было театральное училище, как вы сказали, вы Да. его закончили. И... Нет, я его не закончил. Нет, я его не закончил. Тоже произошел случай, который меня заставил, не только меня, и там моих хороших друзей, нас трое было, очень талантливые, способные ребята. Мы решили оставить это училище. Пришел еврей, кстати, преподавать, абсолютно непрофессиональный человек. То есть мы были классом выше его, он пришел преподавать нам что-то. И мы пошли и пожаловались директору, был заслуженный артист УРСР Бондаренко такой. И он сказал, выгнать их из училища, а Йосю оставить преподавать. И он ему конверт занес, я не знаю. А он танцевал в Одесском военном округе, был ансамбль такой, он там танцевал в массовке. Ну, абсолютно непрофессиональный человек. И мы уехали во Львов. Культпросвет училище, Львовское, тоже хореографическое отделение. И нам его так здорово, красиво охарактеризовали, что там зав танцевальной, значит, зав танцевальным отделением руководит заслуженный артист Украины Заславский, главный балетмейстер оперного театра. Ну, для нас это вообще. Туда поехали. И вот мы приехали. Да, Заславский действительно преподал неплохую школу. С удовольствием я там занимался. Но ребята, мои друзья, все-таки развернулись и с поклоном вернулись в театральное училище и закончили театральное училище. А я закончил вот этот Львовский культпросвет училище. И после этого, да, я там встретил первую жену, женился, родилась дочь. Как звали вашу первую супругу? Таисия, Тая. Так и правнучку зовут. Тут вот она маленькая там. Таисия тоже танцевала? Тая, да, мы познакомились с ней в ансамбле танца, да. Она танцевала, тоже она как-то выскочила замуж необдуманно. У нее был мальчик еврейский, с которым она встречалась там 2-3 года, была очень влюблена в него. А у мальчика случилась трагедия, папу посадили, была компания такая, значит, этих цеховиков, в основном это были евреи. И вот он был цеховик, его взяли, 25 лет посадили.
И мама сказала только через мой труп. Ну, еврейский мальчик. Он сказал: мама, если ты так хочешь, так я ее брошу. И они расстались. Она, так сказать, а я же не знал этой истории. Она назло ему выскочила замуж за меня. И большой любви не было. Я сразу понял, что ошибся. Но мы прожили там 4 года. Вот. Теща была прекрасная, ее мама всегда на моей стороне. Но не было, вот я чувствовал, что это не мое. Женщина красивая, женщина образованная, вот, хорошая работа у нее была, все было прекрасно. Но такие какие-то бытовые моменты, когда она приходила, ее ничего не интересовало, она открывала холодильник родительский и брала все, что угодно, а я при этом обходился самым необходимым, так сказать. Все это мне не нравилось. Это как бы, не сложилось с самого начала. И это, конечно, привело к расставанию. Я уехал в Кривой Рог, меня вызвали, квартиру обещали, но я уже с Таей ничего не планировал, Асты у меня еще не было, думаю, зачем мне эта квартира, да и мне сам Кривой Рог не понравился, хотя там если вы были когда-нибудь, нет, не знаете, там город такой, идет, значит, шахта за шахтой. Каждая шахта – это определенный поселок со своей инфраструктурой, с дворцом культуры, со всеми, так сказать, библиотека, там все эти дела, магазины. И вот я попал в такой ЦГОК, новый такой центрально-обогатительный комбинат. Вот дворец культуры шикарный, мне квартиру, все на свете, а тут мой друг, который в Москве, пишет мне: Юль, бросай их тут в Калуге, я тебе такое место нашел, значит, преподавателем культпросветучилища. И я его заменил, поехал с тем, чтобы поступать тоже в этот институт культуры. Но не сложилось, тут Аста встретилась, опять, значит, вот хотелось какого-то все-таки, детства не было, хотелось какого-то уюта, что-то свое, как-то. Вот это больше тянуло, чем перспектива, что когда-то я вот закончу. Конечно, я очень жалею, что я не учился. Очень жалею. Потому что, если не выдающимся, то знаменитостью какой-то я был бы. У меня очень хорошая такая творческое, знаете, видение, начиная кино, театр, там, неважно что. Что касается искусства, это на каком-то подсознательном уровне я восхищал свое окружение. Понимаете, до сих пор. Вот книга, кстати, которую я написал, вот это два издания в Москве. Мои друзья мне сделали подарок. Ну, как вы думаете, люди творческие, один режиссер, значит, проработал всю жизнь на пенсии, конечно, главным режиссером театра, второй был режиссером театра кукол, вот, третий, значит, очень известный человек в России, Олег Марусев. Не слышали никогда такой фамилии? У него было много программ на центральном телевидении. «Знаки зодиака», если вы помните, это его программа. Много программ. Он такой был эстет в искусстве. Он, правда, многого не добился, но популярность была колоссальная. Он был заслуженный артист России. И он работал, есть такой театр примечательный в Москве, театр «Луна», с такими, как бы сказать, эротической такой направленностью. Привлекал очень, поскольку, вы сами понимаете, моральный климат в России, который, так сказать, продолжается на сегодняшний день. Вот. И эти ребята, прочитав эту книгу, сказали: Юлик, ты же гений. Пошли, заказали мне одно издание им не понравилось, вот это. Они взяли, заказали 2 вот таких издания, прислали мне 90 книг таких. И если бы я вам почитал, я просто сомневаюсь, что у вас найдется время свободное, если бы я вам прочитал эти отзывы и от каких людей,
Понимаете, я получаю такие отклики. Это не книга. О чем эта книга? Как она называется и о чем это? Значит, книга называется «Еврейская рапсодия». Что такое рапсодия? Рапсодия – это рапсод, рассказчик, который рассказывает определенное житие своего народа. Его, так сказать, историческую какую-то сущность, вот, поражение, победы и прочее. Это рапсод. Вот я избрал этот именно жанр рапсодии и сделал ее еврейской. Хотя я очень мучился вопросом, стоит ли назвать так книгу, поскольку есть у Утесова, Леонида Утесова была еврейская рапсодия. Ни о чем. Еще какие-то тоже, очень много, если взять в интернете, посмотреть, много еврейских рапсодий на всякие лады. Но все-таки я решил остаться на этом, значит, названии, поскольку я охватываю очень большой период исторический, начиная где-то с раздела третьего, с раздела Польши, когда отошло очень много территорий России, и вместе с ним еврейское население, откуда, я уверен, 100% мои предки, которые попали сразу вот в эту жесткую систему отношений маленького народа с государством. Это была черта оседлости, я о ней рассказывать не буду, но я очень много рассказал, поскольку я затронул даже глубинное существование нашего народа в смысле идышкайт. Слышали это выражение, да? Это еврейский образ жизни. Когда меня спросил мой друг, режиссер Виктор Сергеевич Мажурин, он: Юль, а о чем твоя книга? Я говорю, как о чем? О концлагере? Он говорит, нет, не о концлагере. Это второй вопрос. У тебя книга о евреях, об их образе жизни, о еврейских ценностях. Никто из писателей, возьмите хоть Шолома Алейхема, возьмите Мендель Мохер-Сфорима, возьмите Зингера, возьмите израильтянина, как его, я уже забыл фамилию. Ну, неважно, вспомню. Никто не описал красоту еврейского человека, как трудящегося, как семьянина, как достойного человека. Возьмите Шолом Алейхема, там такой отпечаток негатива несет каждый персонаж, вызывает соболезнование, сожаление об этом страждущем народе. Вот я от этой темы ушел. Есть второй план, который говорит, насколько им тяжело, насколько невозможны условия их бытия. И вместе с тем они выживают, они несут свою культуру, они несут свое сознание. Они полноценный народ, который дает результат несоизмеримый с количеством, которое, сколько там еврейского населения на земном шаре, там около 15 миллионов всего-навсего, из которых 6 миллионов истребили, да? Вот. А результат какой? Значит, вот об этом книга твоя, и тема она ценная. А концлагерь, да, это второе, так сказать. Поэтому, прочитав, это очень большой исторический отрезок времени, начиная где-то с 18 века, от моих прадедушек, прабабушек, и заканчивая уже победой советской армии и становление, значит, разрушенного вот этого местечка еврейского. Вот тут и... В вашей книге говорится, рассказывается об антисемитизме. Да, конечно, конечно. Ну вот много не надо, вот эта черта оседлости обо всем говорит. Но дело в том, что эти люди, проживая в этих национальных территориях в Украине, да, они несли с собой свет. Они были мастера пошивочного дела, они были парикмахеры, они были портные известные, они были сапожники,
А что умели крестьяне? Только на огороде копаться. Они ничего этого не знали. Для них евреи это был тот поплавок, за который они по всякой мелочи они обращались к евреям. И очень были дружны. Но антисемитизм был там, государственным. Он потом пустил свои ростки, конечно, и опустился до бытового. А вначале это был государственный. Кто устраивал погромы? Правительство. Чтобы свою вину за то или иное, значит, состояние народа своего перенести на евреев. Это евреи виноваты. И я привожу там погромы, большой исторический отрезок времени, когда происходят еврейские погромы, сколько уничтожено детей. Это вот то, что случилось в Израиле на этой сходке, так будем условно называть. Это было на протяжении всей истории. Понимаете? Это был чистой воды погром. Только в этом погроме уже участвовали наши друзья, в кавычках, арабы. Хамасовцы. Хамасовцы, да. Скажите, в книге есть какие-то эпизоды, связанные с антисемитизмом, которые вы испытали, вы или члены вашей Нет, семьи? вообще я в этой книге о себе не пишу. Я только проскакиваю вот пунктирно, буквально в конце. Вот я вам рассказал этот эпизод, когда меня вот этот кавалерист в бурке берет на руки. Вот это я о себе такой штришок дал. А все это моя семья, мои дедушки, мои бабушки, мои тети, дяди. Вот это все главные герои этой книги. И на фоне вот этой семьи прослеживается вся история нашего народа. Ну, не вся история, а вот этот отрезок, который захватывает почти 2 века. Вот чем ценна эта книга. Это, кроме того, что это документ, рассказывающий о судьбе нашего народа, да, со всеми вытекающими, так сказать, подробностями, это роман. Это не просто так. Я родился, я работал. Это то, что мало кого интересует автобиография. Больших людей автобиографии, то это не всех интересует. Некоторые интересуются. Например, взять Шопена, как бы интересно прочитать, как сложилась у него жизнь, почему он так рано ушел из жизни, что он написал. И то не все интересуются, понимаете? И если бы я написал биографию, это было бы вовсе не интересно. Но это роман. Тут и любовь, тут и смерть, тут и разлука, тут и терпеливость, тут и талант, тут все это роман, понимаете? И тем он интересен. И я просто удивляюсь, я сделал запись свою голосовую, притом очень неплохо, я считаю, на таком почти профессиональном уровне. Мне сын помогал, оформлено и с музыкальной точки зрения, и с технической, все сделано прекрасно. Записал 30 серий голосовых. Все это есть в YouTube. Я прихожу к нашим дорогим вещателям на одно радио, на второе. Плати деньги. А я так хочу, я просто мечтал, чтобы люди, вот вчера я зашел, этот громадный зал, и сколько дорогих моему сердцу людей сидят за столами и празднуют этот праздник, ощущают себя евреями. Я посмотрел, просто прелесть. С каким бы удовольствием они послушали этот роман. Я дал недавно, значит, последний раз, здесь женщина одна, она тоже бывает. Вы, кстати, когда подходили ко мне, не в этот раз, а в прошлый раз, сидела рядом со мной, Мира зовут, не помню, не знаете, да? Она попросила, у нее муж художник, вы должны знать. У нее вся квартира, очень талантливый художник, ушел из жизни. И она попросила у меня книжку. Она говорит, вы не представляете, какое я получила наслаждение. Как будто только
моего имени нет, вся моя жизнь. Я, говорит, плакала через страницу. И так все, не только она. Я не хочу оказаться чересчур, так сказать, пропагандировать. Вы рассказали про книжку, и я понимаю, что это ваше творение многих лет, наверное. Одного года. Одного года. Да, 1 год. Какие еще у вас есть хобби, увлечения, занятия? Чем вы еще любите заниматься? Люблю рыбалку очень. Очень. Приходят неплохие какие-то мысли. Я пописываю, у меня есть поэмы, хорошие стихи. Иногда своим друзьям посвящения всевозможные. Вот. Ну, я не скажу, что это, так сказать, совершенная поэзия. Это увлечение такое. У меня, кстати, тут 3. Одна поэма большая о моем брате Борьке. Одна поэма. Вы не рассказывали о своих братьях. Расскажите о ваших братьях. Назовите их имена и расскажите. Можно я... Это быстро, 1 минута. Хорошо. Это пролог. Хорошо. Смотрите. Борис – это ваш старший брат. Нет, Коля старший, Коля да. Колман. Значит, его. старший брат был Кулман. Кула, да. И эти 2 близнеца. Саня и Бенсион. Вот смотрите, в этом стихотворении вся, так сказать, история. Забытое еврейское местечко. Загадочная, сказочная быль. Давно пересыхающая речка, гонимый ветром по полю ковыль. Ушедшая корнями в ту эпоху екатерининских прославленных времен, когда евреям на Руси жилось неплохо и утверждался, богатея, русский трон. Чем жили? Верой и надеждой, детей растили, чтили стариков и свечи зажигали, как и прежде прошедших в лету канувших веков. Традиции евреи выживали, традиции – основа и закон. Традиции невольно подвигали сердца евреев биться в унисон. Ни мольбы со слезами, ни стенания, иной судьбы, как видно, не дано, и вечное еврейское скитание местечко не уберегло. Пристанище, надежда и химера, и приживаясь все же там и тут, евреям помогала только вера, что кончится когда-нибудь галут, что через год, а может и столетие, все соберемся в городе святом, недобрым словом вспомним лихолетие и то местечко, растворившееся в нем. Казалось бы, понимаете, вот это стихотворение, оно и явилось спусковым крючком вот этого романа. Вы сказали, что вы посвятили это стихотворение вашему брату Бенджамину Борьке, да. Почему ему? А потому что у него судьба очень интересная. Он убежал из концлагеря. Он 6 дней добирался до линии фронта. Сколько лет было ему? Ну, сколько? Это 43-й год, считайте. 13 лет, 30-го года рождения. Да. И встретил, значит, он к машине зацепился за машину, а солдаты его втянули. Как зовут? Бенсион. Откуда ты? С Тульчина. Тут, Абрам вскочил, старшина громадный. Так, говорит, ты с Тульчина? Как фамилия? Он говорит, Сандлер. Так я ж своим братом учился. И взял его, приехали на место, он командиру части, генералу говорит, вот такой паренек убежал с концлагеря. Зачислить его, сделать его сыном полка, автомат ему. И вот он воевал до конца. Как же не написать о нем? Вы помните, когда убежал ваш брат из лагеря? Как это было? Как он 2 раза убегал. Первый раз пропал, мама уже его похоронила. Он такой парень был очень. Вот. И нашелся.
нашелся, пришел. А потом второй раз убежал, это они уже вдвоем, хотели вдвоем убегать, а потом сказали, а как же мы оставим маму, Юлика? Значит, должен один, а один должен беспокоиться, где кусочек хлеба украсть, своровать. И вот он один убежал. И я помню, когда я со школы пришел, стоит мой солдат посреди квартиры, мама ему как раз полотенце дала, он помылся с полотенцем. Я говорю, а перед ним Сенька там с друзьями стоит, его этот, близнец, и пилотку меряет, пилотку. А те все, ой, дай мне померить там. Я говорю, что? Он говорит, иди, твой брат с войны пришел. Я забегаю, стоит Боря, такой возмужавший, а это 15 лет пацану. У меня там строки есть, это обалденные. Я сам вот не могу, чтобы не заплакать от этих строк. Война его по-новому скроила. В 15 лет вручила автомат. За всю войну ни разу не спросила, а сколько ж тебе лет, солдат. Такие строки. И очень обидно, что среди нас, среди евреев, все-таки доллар стоит впереди всего. Кстати, я слушаю передачу вот эту, где Саша, это от рекламы радио. Я слушаю, он все время этого Млечина крутит. Эти материалы такой давности, там 15-20-летней давности. Чем угодно заполняют эфиры, всяким дерьмом, простите за такое определение, а с меня требуют деньги. Я говорю, доллар один не дам. Доллар не дам. Вы должны мне платить, но я от вас ничего не требую. Я прошу, чтобы вы познакомили нашу общину. Пусть сейчас время такое. Сейчас евреям по всему миру очень плохо. Надо как-то быть вместе, как-то быть единым, так сказать, выступать фронтом, потому что опять эта волна антисемитизма поднимается. Как вы это не понимаете? И вы от меня требуете. Какие деньги вы требуете от меня? Я пенсионер, государство меня кормит. Юэл, вы стали рассказывать о своих братьях, рассказали о Боре, но у вас еще был старший брат, который тоже служил... Коля. Колман, да? Колман, да. Да. Колман закончил 10 класс, началась война, и добровольцы, как же, все воспитаны в таком советском духе. Он пошел, записался добровольцем в 16 лет. Его, правда, там тоже история очень интересная. Он в этом вагоне, в эшелоне новобранцев, куда-то их везут на фронт, и немецкое звено мессершмиттов разбомбили этот эшелон. И он один из тех, кто спасся. Он был высокий парень, выше меня, как Кирилл мой, на полголовы, очень высокий парень. И он... О, прошу прощения. It's okay? Хорошо. И он, значит, вместе с остальными, он вылез был высоким, из полки он достал до этого люка на крыше. Через люк он выполз, потому что все горело уже кругом. И вместе с ребятами, их было там человек 8-10 спасшихся, они бежали все вместе, на какую-то станцию попали, где вообще поезда ходили раз в сутки. Но они, на их счастье, там часа через 3 появился какой-то эшелон. И они стали все махать. Эшелон остановился. Что, ребята? Вот с нами то-то и то-то случилось. Он говорит, ну, садитесь все, давайте, я вас довезу. И довез их до Бекасова, под Москвой. Там их всех допросили в НКВД, честь по чести, что случилось, как и что. Они все без документов, документы все сгорели. Им, значит, они там отсидели недели 2, пока их все эти допросы прошли. Им сказали, разъезжайтесь по домам, делайте документы и на, так сказать, на основании призыва приходите в военкомат, как положено, и честь вам и хвала, идите служить. А куда он поедет? Тульчин под немцами уже. И он товарными поездами
через всю страну едет в Облучье. Там, где мы жили, там есть друзья отца. Он туда добирается через 1,5 месяца по вагонам. Его арестовывают там на каких-то станциях. Он просит кусок хлеба, он голодный. Добрался он в Облучье. Ему дали документы, все подписали. Кстати, военком знал хорошо отца моего. Дали документы и направили его в авиационное техническое авиационное училище. Это было Вольск, город Вольск. Он закончил это училище, там оно такое, значит, скоротечное, где-то он, я знаю, 4 месяца там посидел. И ушел на фронт, его отправили в часть, и он служил в технической части, в летной части. В 45-м демобилизовался, ни один волос на нем, так сказать, был не тронут. Все прекрасно было, вот женился, родили Леню, тоже, кстати, похоронен. Вот. И в 27 лет вдруг воспаление головного мозга, и за месяц человек уходит. Где-то в армии простудил ухо, как Белла рассказывает, он говорил, что у него была такая неприятность. Видимо, какие-то остаточные явления дали себе знать со временем, потому что жизнь была тоже такая, знаете, работал с дядькой, с Беллиным дядькой, работал меховщиком. А мех держать нельзя было, все должно быть подтверждено накладной, откуда, что, как, АБХС шерстил, ходил, арестовывал. Так они по квартирам, по знакомым, по родственникам держали этот материал, мех. И тоже думы все время, как бы не проверили, как бы не пришли. И вот это какой-то толчок был, стингер, какой-то крючок сработал, все. И заболел, и взяли пункцию, и никто не знал, что, как, а он 27 лет, красавец, большой, красивый. Все. Вот такая судьба. Судьба вашей семьи – это история и судьба, наверное, еврейского народа. Все точно, живущего, да. Проживавшего Да. на территории Советского Союза. Да. Со всеми радостями, горестями. Да, абсолютно со точно, всеми да, ужасами. абсолютно точно. Вот, ну, были и светлые времена, конечно, были праздники. Ну, человек так устроен, понимаете? Какой ваш самый любимый еврейский праздник? Вообще, я все праздники еврейские люблю, но к моему несчастью, я в религиозном плане абсолютный профан. Это, очевидно, надо как-то с детства то ли приучать себя, то ли интересоваться религией. Вот я наблюдал очень много людей моего возраста, они ходят в синагогу до сих пор. Ну, у вас дедушки и бабушки были религиозные. Очень религиозные, потом да. Вы жили в советское Очень. время, и, по-видимому, эту религиозность каким-то образом... Но, вы знаете, вот здесь, да, я ощущаю, но ничего для этого не делаю, чтобы каким-то образом вот прочувствовать это, чтобы быть участником этого всего. Вот я вчера сижу, да, я эту историю знаю, мне все это приятно, я сердцем со всеми вместе праздную и Песах, и Новый год, и Симхас Тора, все праздники абсолютно. Вот, и слежу за этим, но как-то вот не так, как люди входят в это абсолютно сознательно, понимаете, начинают исполнять. Нет, как-то я в стороне стою все-таки. Может быть, это психологически все-таки травма такая, знаете, то ли это какой-то трезвый взгляд на то, что с нами произошло, много вопросов, а почему, от чего так случилось. Почему у них отцы были, и они не испытывали ничего того, что я испытал, безотцовщина, беспризорник. Что мне мама могла дать? Понимаете? А жили люди каким-то образом некрасиво. Вот я сейчас начинаю понимать, был такой еврейский околоток, 7 еврейских домов. Почти у всех из них были папы. У меня одного папы не было.
Вот придешь, например, там бегаем, футбол или волейбол играли, то же самое. Придешь с ним домой, а она, так, ты иди погуляй, Мусик будет кушать. Же ребенок пришел, наверное, голодный. То, что, наверное, она точно знает. Нет. Вот это, как сказать, я даже об этом, не дай Бог, это только, вот я вам, как родному человеку, иногда, то есть люди были до того перепуганы, ели свой кусок хлеба буквально под одеялом. Не хотели, чтобы посторонние видели, что они едят, как они едят. Никогда, чтобы кто-то там сказал, Юлик, а вот украинцы как-то в этом смысле, были у меня товарищи украинцы, придешь, ой, дитиночка, ты ж голодный. Молчишь. Зараз я тобі кринку молока налью, може сало кусочок. Даш їсти сало? Буду. Це додому візьмеш, мамі даш. Вот такие люди были. Просто до слез трогательно. А вот наши евреи, то ли, не знаю. Вот у меня друг Тепер Мусик, ну, Михаил сейчас, он Моисей. Вот. Он в Ленинграде много лет отработал, он и врач, и техник. Он закончил вначале педагогический институт, кстати, вместе с Цилей в Драговиче учились. А потом братья ему сказали, зачем это тебе там в селе преподаешь, давай в Ригу мы тебя устроим, там училище на дантиста. И он бросает это все, закончил, в Ленинграде отработал прекрасный, так сказать, андеграунд, все его знают, к нему обращаются. Поднялся высоко. Со мной. Первое время, когда я уехал, он постоянно к маме, как там Юлик, интересовался, потом забыл. Я ему пишу, я у него в гостях, кстати, был один раз в Ленинграде. Потом я в Израиль приехал, он даже меня домой не пригласил, мы там встретились в Нетании, в ресторане, там 3 нас малышами бегали. И он меня даже домой не пригласил. А когда я издал вот эту книжечку, и у меня так получилось, что очень хорошая моя читательница, поклонница моя, Наташа Болтянская, она русский человек, она была замужем за евреем, и она стала больше любого еврея еврейкой. Она такая еврейка, религиозная, она гиюр приняла. Она говорит, там, где мои дети, там и я. Дети евреи, значит, и я еврейка. Она, когда прочитала эту книгу, вы не представляете, какие отзывы. Не хочу отбирать у вас время ее зачитать. Так у нее оказалось с Москвы, мой друг передал туда 3 книги, и я ее попросил, пожалуйста, моему другу. Мусик Тепер дал ей все координаты, она ему завезла книгу, он мне звонит. Скажи, а кто у тебя жена по профессии? Я говорю, как кто? Русский язык, литература. А, ну теперь понятно. Я говорю, Мусик, ты почти угадал. Да, жена у меня хороший помощник. Но где ты собрал столько материала? И уже теперь звонит иногда, значит, то есть опустился немного. Гордыню свою унял, и теперь, значит, что-то Юлик для него тоже представляет. Ну, вот такие вот у нас взаимоотношения. Прискорбно, очень прискорбно. Особенно я не знаю, что предпринять, но я еще воюю с ними. Наташа наша известная, так сказать, ведущая, вот, у нее тоже какой-то андеграунд такой непонятный, она то ли пионер-вожатая была, то ли, не знаете. Вот, она мне, ну, у вас же есть там в интернете, YouTube, вы же можете там опубликовать. Она мне говорит, где вы? Я говорю, опубликовано давно. Ну, знаете, я же не решаю эти вопросы, мне нужно обратиться к начальству. Я говорю, ну хорошо, пожалуйста, посоветуйтесь, обратитесь. Она, я вам перезвоню. Когда она мне перезвонит, я вам позвоню и скажу. Ни в какую денежку надо платить. Все. То есть вас по-прежнему удивляют, так сказать, некоторые поведенческие моменты, связанные с... Да,
Да, и это очень неприятно. Вот, понимаете, я очень много вот этих чисто антисемитских таких моментов в жизни у меня, я вам не рассказываю, очень много. Меня третировали до того, понимаете, и только из-за моей внешности, из-за моей фамилии. Только то, что жидовская морда не кричали. А так по всему было видно. Те, с кем я танцевал, они народные, заслуженные. Один, значит, главный балетмейстер ансамбля Вирского в Киеве, Вантух. Щербицкий его как национального кадра вытащил со Львова. То есть это были люди, которым положено было нас не любить и ненавидеть. Им это привили с молоком матери. А вы же евреи, неужели вас не трогает эта тема? Так хорошо, вы сомневаетесь, возьмите, почитайте. Нет, и читать не будем, и рекламировать не будем. Они думают, что я знаю, хочу торговать книжками. Я продал где-то около 40 книг, кстати, недешево. Самая дешевая цена была $35. Самая дорогая, вот это я по 50 торговал. Я свои деньги отбил, и все. Остальное я раздариваю. Что бы вы хотели рассказать своим внукам? А вы знаете, это народе? Да, вот мои внуки здесь, они уже, Лизонька названа по моей маме, она уже заканчивает колледж. За 3 года вместо 4, очень способная, умная девочка. Сколько у вас внуков, назовите их имена? Внуков у меня 4. Значит, самый старший это Артем, но это скорее Асты внук. Но я для него дед. Вот, я вырастил его отца, приемного сына, и он меня считает дедом. Вот. Но он попал в тяжелую ситуацию, травма. Сейчас он лечится там, в Россию поехал лечиться. Второй у меня Сергей. Значит, вот он на фотографии со своей доченькой. Вот. Это моя дочь с сыном и с внучкой. Сереже уже 33 года, он здесь, в Америке, я его вытащил. И он, за что он мне, не знаю, благодарен или не благодарен, но относится ко мне хорошо. Да, у нас взаимоотношения сложились хорошие. Вот что ему, дед, а как ты думаешь? С ним так более-менее. Но с ним легко коммуницировать, потому что мы русскоязычные с ним. А вот с этими внуками тяжело. Они немножко понимают, немножко коверкают. Ну, наверное, это не только у меня. Это ваши американские внуки? Это американские, да, здесь родились. Значит, один за дедом Алимортха назван, Мэтью, на английский, так сказать, манер. А Лиска, она двойное имя носит моей мамы и мамы Асты. Значит, она Элизабет Александра, через тире. Хорошая, умная девочка, чуть-чуть лучше русский знает, чем Мотя. Мы его Мотя зовем. Вот. Ну, общение, как сказать, ну, придут, конечно, нам приятно. Что бы вы хотели им рассказать? Что бы вы хотели, чтобы они знали о вас? Ну, я еще с ними не говорил на эту тему, но у меня, значит, такая мечта, и я обязательно буду умирать, а это случится обязательно. Значит, я буду чувствовать это, что дни мои на исходе, и я им скажу: если вы хотите помнить дедушку и сделать для него что-то хорошее, вот эта книга должна быть переведена на английский язык. Вот все, что я хочу, чтобы они сделали. Смогут они это сделать, как это материально, так сказать, их затронет. Вот, я говорю, ну, сложитесь там, я не знаю как, может, какие-то будут, так сказать, организации, вот, помогут вам. Но чтобы книга была переведена. Внуки знают эту книгу, они ее либо читали, либо им читали? Нет, не читали, конечно. Им тяжело. Они не знают вообще, писать, читать они не умеют. Потому что в свое время Аста же преподаватель, она просила сына: приведи детей, я их буду учить русскому языку. Некогда. Так они и остались. А вот Сережка молодец, он девочку определил, умная, кстати, очень умненькая девочка.
в 4 классе уже. Он ее определил в русскую, с русским, так сказать, профилем школа. И учительница, они называется, она не только самая умненькая девочка в классе, она даже, мне кажется, говорит, в школе будет самая умная, такая очень умненькая девочка, да, серьезная такая в свои, сколько ей там, 11 лет или 10, я не вникаю в эти дни рождения. Вот, хорошая девочка, часто у меня остается ночевать, куда-то Сережке надо. Он ее приводит, она такая самостоятельная, ей не нужно. Она только скажет: дед, покорми меня чем-нибудь. Покормлю ее, ляжет спать, там сама себе со своим, так сказать, даджетом работает и все. Ну вот так, значит, сколько? 4 внука, да, и 1 правнучка. Вот все мое, так Как сказать. зовут правнучку? Таисия, так же, как первую жену, да. Таисия. Вот так, это что касается внуков. Сын один, случилось горе, умер, вот, алкоголик, прошел 2 войны, офицер сам, майор, начальник штаба, потерял много друзей, тоже психологически тяжело перенес. Потом 2 войны вы имеете в виду, какие войны? в Чечне, Россия, да. Вот. Потом уходит, умирает жена, рак груди. Тоже на нем это отразилось. И приехал уже сюда, в Америку, 10 лет назад. Руки золотые. Все, что есть, все исправит, все приклеит, все. То есть мог бы быть миллионером здесь, в Америке. Вот. Неизлечимый. То есть прошел он вот эту невозвратимость. И пил страшно как. Вместе с женой мы ее отправили туда. Ну, не жена, а сожительница. Отправили ее. Вот. А он, ой, не хочу даже рассказывать, страшно. Пили вдвоем до потери сознания, кончалось все госпиталем, и это повторялось 10-15 раз, не знаю. Ничего не помогало, и внучку ему родил сын, прекрасная девочка, дитя, думали, это может остановить. Нет, то есть уже перешел вот эту грань, где возврата нет. Болезнь, все сожгли, и урну увезли туда, в Россию. Вот так. А этот сын у меня, плюну через левое плечо, очень хороший парень, интеллигентный, образованный. Он здесь учился, 30 лет мы живем, он из них 20 лет учился здесь. И там закончил академию сельскохозяйственную, московскую. В каком году вы приехали в Америку? 94-й. И какими для вас были эти годы? Было так, что брата моего Сеньку похоронили, 1 день не дождались меня. Его похоронили 14 ноября, 15 я прилетел. Значит, работал в такси, языка не знаешь, ничего найти не можешь. Карту смотрю, ничего не понимаю, надо еще разбираться в карте. Приеду на могилу, поплачу и начинаю продолжать. Ну, работал, что делать? Зарабатывал. Правда, в этом году уже будет 30 лет, как вы приехали да, в Америку. в ноябре 30 лет будет, да. Ну, так, в общем-то, начальство относилось более-менее, да, снисходительно. Не очень там, ну, вызывали на хиринги, конечно, пожурят немножко, подскажут, ну, иди работай. Понимали. Жаловаться грех. Но тяжело было, пока вот я не научился, так сказать, слышать хоть что-то. Да. И вы все время работали на такси? Да, ну я лет сколько, наверное, лет 7. Потом на лимузине, то есть сам купил себе машину,
там поднабрал себе клиентуру свою, которая... Меня до сих пор, я вожу одного человека до сих пор. Ну, он редко там где-то раз в 2 месяца позвонит. Ну, уже по старой дружбе не хочется. Я уже его вожу, я знаю, наверное, 20 лет. И только здесь, в Америке, вы начали опять осознавать, что с вами произошло во время Холокоста? Или это произошло раньше? Ну, это не отпускает. Это никогда не отпускает. Потому что очень жалко маму, такую трагичную жизнь прожить, концлагерь. Тут только очнулась каким-то образом. Сын, самый красивый, самый старший сын умирает. Ну, что для матери, какой удар. И вот так вот, да, тяжело жила, очень тяжело. И я тоже пропадал, месяцами не писал, я себе сейчас локти кусаю. Как я мог так поступать? Неинтересно. Ну, свои какие-то, понятно, вечно проблемы какие-то, вечно нехватки какие-то, жилплощадь, жены, девушки, там свои какие-то вот эти заморочки, увлечения и прочее. Не помню, когда я маме написал последний раз. Иду, покупаю там какие-то продукты, отсылаю. Но не забывал никогда. Вот где-то я работал экспедитором одно время. Ну, надо было подработать. Там тоже, значит, с этими танцами много не заработаешь. И одни упреки там, ну, я уже на национальной почве, значит. Обида была. Вот делаю шикарную украинскую сюиту. Значит, там сюжет раскрывается, свадьба молодых, там, значит, распределены роли. Первая часть такая, знаете, экспозиция сюжетная. А вторая — гопак, уже общее веселье. В театре концерт. Перед концертом комиссия. Второй секретарь райкома партии, значит, куратор, секретарь по искусству, начальник отдела культуры, комиссия. И я представляю сюиту от культпросветучилища. Полупрофессиональная работа. Она меня на следующий день, Гордеева, как сейчас помню фамилию, второй секретарь райкома, вызывает в кабинет и говорит, значит, всю экспозицию снять, по времени нам не подходит, а гопак как отдельный танец объявляем. Украинский танец гопак. Балетмейстер или там, значит, Сандлер. Я говорю, нет, не пойдет. Она что, слышала когда-то, чтобы ей возражали? Она говорит, что вы сказали? Я говорю, так не будет. Или целиком. Вы что, не слышите, что я вам говорю? Я говорю, я-то слышу, что вы говорите, но вы не понимаете того, что вы мне предлагаете. Вы же женщина? Да, я женщина. Я говорю, ну, вы знаете, что такое аборт? Для женщины, что знаю? Она услышала это слово, она вся побелела. Я говорю, это вы предлагаете мне аборт сделать, понимаете? Это произведение, над которым я трудился месяцами, показал вам сюиту. Вы понимаете, что это сюита, это не просто танец. Танец я бы построил по-другому бы, может быть. Она говорит, так, с вами все понятно, до свидания. Я ухожу, она вызывает директора училища, Сахаров такой, который меня очень любил, Василий Ильич, и говорит ему, значит, завтра, чтобы его ноги не было там у вас, в культпросвете. Он говорит, тогда и меня выгоняйте. Сандлер у меня все. И хором руководит, и оркестром почти руководит, хотя там руководитель, заслуженный артист СССР, Пожарский такой. И программы составляет, и пишет все репризы, и за все отвечает у меня Сандлер. Вы что, хотите меня лишить всего? Она его просто не выгнала, а меня вызывает и говорит, ну что, придется согласиться, иначе плохо будет. Я говорю, ну как хотите, гопак так гопак. Вот такие вещи были. Но это не связано с антисемитизмом, это просто с этой
дурной, так сказать, номенклатурой, которая, ничего не понимая, лезла во все эти... Так как мой друг тоже всю жизнь воевал с ними. Каждый спектакль обязательно, значит, партия должна проверить, посмотреть. Ну, было Вы такое. были членом партии? Нет, нет, нет. Кто меня возьмет? Нет. Аста была. Да, Аста была. Хотите получить заслуженного учителя? Вступайте в партию. Вступила. Потом еще нашлась причина. Вот если бы вы не поменяли фамилию Андреева на Сандлер, мы бы вам дали. Ну, вот так. То есть Аста испытывала такой косвенный антисемитизм? Да, конечно, конечно. Фамилия, все. Это же Калуга, это же российский город, это чисто русские люди живут. И хотя они даже не знают, что, ну, мононациональное государство, понимаете, раздражение вызывали не только евреи, и казахи, и узбеки, и все инородцы. Понимаете? А, этот чучмек, чурка, что ли? Вот так они. А вот этот еврей, что ли? А кто там? Хохол вот тот, что приедет? Аж вот так складывались межнациональные отношения. А, конечно, тот антисемитизм, который наблюдался в Украине, в России не было. Так, тоже, но немножечко он отличался все-таки, более мягко, более как-то сдержанно. А там напрямую говорили, напрямую, жидок, и все, пішов. Жиды для них это... Хотя вот население само, население, они без евреев 2 шагов не сделают. У моих братьев были друзья, украинцы, они на идиш лучше разговаривали, чем мои братья. Вот так было. Да, потому що хежем робити тільки з жидом. Какое-то дело они не знали, где начать и где закончить, как украсть, как продать. Это только еврей может научить. Все. Вот такие вот. Спасибо вам, Йол. А, не за что. Спасибо. Не за что. Вот. Если так закончить хорошо моей мечтой, так я очень хочу, если есть возможность, конечно, у вас не тот ресурс, вы не можете приказать, но вы можете поинтересоваться, вот как от авторитетной организации, которая осуществляет всю еврейскую жизнь, можно так сказать. Вот, позвоните, спросить, какие там, а если мы вам заплатим, пусть через вас. Просто спросить. Вот интересно точку зрения. Чем они руководствуются? Почему община лишена, вот я уверен, что будут звонить, будут хвалить, будут благодарить, если они послушают эту историю. Вот все, что я могу сказать. Включает, вы начинаете. Так что мне комментировать? Да, ну это фотография. Она, конечно, перефотографирована много раз. Тут не очень все четко изображено. Но очень ценный для меня документ моей самой ближайшей родни. Тут мой дедушка, религиозный человек, бабушка, ну вообще в то время все были очень религиозные. Папа мой еще мальчишкой, а это брат его, сестры. Но это не вся семья. Вся семья была очень большая. Так что сейчас уже никого из них, конечно, нет. Имена дедушек, бабушек. Да. Назовите имена дедушек и бабушек. Значит, деда звали Йоэл Санерш Сандлер, полное. Так его называли Реб Йоэл. Уменьшительно, ласково Йойлык. Это свои его звали. Там бабушка, там его братья, его родственники. Он был Йойлык. Меня мама так иногда звала, тоже приятно вспомнить. А в основном меня звали дома Юликом. Братья мои, мама, меня звали Юлик.
Поэтому, когда я немножечко подрос, так лет до 55, когда я уже оказался в Америке, мне очень понравилось мое имя Йоэл, и я всем так представляюсь, Йоэл. Не хочу быть Юликом, мальчиком, да. Но все Юлики... Это фотография моих самых близких, самых дорогих моему сердцу людей. Это мои два брата, Бенсион и Саня, по бокам они. Рядышком посередине старший брат, он на 5 лет старше своих братьев, 25-го года рождения, они с 30-го. И мама моя. Это до войны, и фотография сделана, конечно, в Облучье, там, где я родился. Да, это моя мама, Сандлер Лея Мортковна. Звали ее в просторечии Лейка, а вообще-то почтительно к ней относились, и часто я слышал, как к ней обращаются мадам Сандлер. Это была принятая форма такая в местечке, да, мадам Сандлер. Вот. Была очень интересная женщина, чисто еврейский тип лица, была среднего роста, средней упитанности, имела еврейское образование, могла писать на хибру, да, 6 классов закончила еврейской школы, и так была не глупым человеком и очень хорошей матерью. Мать 4 сыновей. Ну, вот так можно. Это папа Сандлер Шмил Иойлевич. Представительный мужчина, многие женщины отмечают это, когда я им показываю. Был настоящий такой мужчина, мог и выпить в свое время, когда нужно было, вот, мог работать определенное количество часов, ему не важно было день, ночь, если нужно было работать, он сутками работал. Прекрасно обеспечивал семью, любил мою маму, очень нежно к ней относился, но судьба их незавидная. Его призвали в армию с началом войны, и погиб он под Сталинградом, числится как пропавший без вести. Вот такая трагичная судьба. Здесь на фотографии мой дедушка, он уже в возрасте тут, ему где-то тут уже 7-й десяток, и моя бабушка, хорошая очень семейная пара, родили 16 детей. Дедушка был очень религиозным человеком, ходил в синагогу, убирался часто со своими дочерьми, пыль протирали, полы мыли, молитвенники расставляли, протирали от пыли. И всегда, у него было свое место, кстати, а это стоило недешево, и он был таким, если по-еврейски перевести, аэрли харид, достойный человек, так сказать, уважаемый в нашем местечке Тульчин. Вот таким образом. Это моя первая фотография после войны, потому что все было утеряно, мои детские фотографии, документы, все сгорело, так сказать, в костре огня, в костре войны. 2 брата по бокам, близнецы, Бенсион и Саня. Мама. После войны, это где-то, я знаю, это 47-й год, где-то так, да. И вот первая моя фотография. Вот мы на фоне вот этого окна, посмотрите, марлевая такая занавесочка висит, очень скромно, убого, но ничего. Вот так мы начинали послевоенную жизнь. И мама в окружении 3 сыновей.